Всем приветос, меня зовут Андрей, и сегодня у нас игра под названием Firewatch. Давайте я покажу вам настройки. Графика у меня стоит ультра и разрешение экрана 1680 на 1050. Вертикальная синхронизация включена. Давайте вернемся назад и начнем игру. В игру я еще не играл, даже я не запускал, не знаю, о чем она. Ну, как о чем знаю, я читал описание. Но не знаю, чего ожидать от игры. Запускаем первый раз вместе с вами и посмотрим, что это за игра. Болдер, штат Колорадо, 1975. Ты видишь Джулию. Да, давайте нажмем, увидим Джулию. Я так понимаю, это идет наша предыстория. Она примерно твоего возраста, ближе к 30. Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. Ты подходишь к ней. Да, давайте подойдем. Ты пьян. И есть два варианта выбора. Так какая у тебя специализация? Ты красивая. Ну, давайте выберем второй. Ты красивая. Это ты красивый, спокойно говорит она. На самом деле нет, ты – это будущее похмелье. Что? Отвечаешь ты смущенно. Кто-то должен купить тебе чизбургер, говорит она. Она зовет официанта, неделю спустя вы уже вместе. Так, ну вот, начало игры. Куда-то мы поднимаемся в лифте. Взять рюкзак. Да, давайте возьмем. Вы встречаетесь больше года. Она сводит тебя с ума. Это здорово. Нажимаем. Ты приезжаешь к ней. Вы живете в квартире рядом с университетом с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. Вы пьете пиво практически везде. Жизнь прекрасна. Джулия хочет завести собаку. Да, давайте выберем. Есть взъерошенный крошечный бигль. Джулия в него влюбилась. Она хочет брать его с собой на работу. Еще есть устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. Вы выбираете бигля и называете его Бакет. Вы забираете овчарку и называете его Мейхем. Ну, давайте возьмем овчарку, чтобы она защищала нашу Джулию. Мейхем отличный пес. Он обожает играть с вами в парке и сопровождает Джулию во время ее пробежек. И хотя он слишком большой, чтобы брать его в университет, Джулия его все равно любит. Мейхем друг, ребенок и домашнее животное одновременно. Выбираем. 1979. Вы разговариваете на террасе летом. 9:30 вечера. Но жара все еще долетает со стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. Игра, я так понимаю, на серьезные темы, то есть большинству, я думаю, она не подойдет. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Дети, они не очень умные и не на многое годятся. Я о том, чтобы нам завести пару маленьких дурачков. Это было бы здорово. Куда-нибудь, зачем спешить? Так, ну давайте, что мы будем выбирать? Так как у нас уже возраст и у нашего героя, и у Джулии, то это было бы здорово, я думаю. В таком случае нам, наверное, надо пожениться. Да, я был бы рад, говоришь ты. У детей и так будет куча проблем. Думаю, лучше, если их родители будут состоять в браке.
Ты говоришь, что она абсолютно права. Да, нажимаем, говорим. Так, мы приехали куда-то в горы. Так, посмотрим, что у нас на доске. Подойдем поближе. Взять здесь мы ничего не можем. Так, нужно забрать наш рюкзак. Рюкзак уже на плечах. Так, и куда же нам идти? Здесь, да. Так, оттуда мы, наверное, приехали. Давайте пойдем сюда. — 1980 вечер четверга, и Джулия опаздывает на 4 часа. Она не звонит. Ты волнуешься и с каждой минутой все больше сердишься. Она возвращается, когда ты уже лег. Она не то чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, куда она ложится под одеялом. Ты злишься, ты игнорируешь ее. Так, что же... Давайте выберем, ты злишься. Ты называешь ее бесчувственной сволочью. Она говорит тебе, иди ты нахрен, и советует перестать быть таким детем. Ты называешь ее эгоисткой. Она знает, что ты говоришь всерьез, и это ее ранит. Так, нажимаем. Игра про серьезные отношения у нас. 1981. Джулия все еще любит рисовать. Она рисует растения из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Ты играешь мускулами, как Химен. Ты резвишься словно модель. Victoria's Secret. Давай ты играешь мускулами. Ты выглядишь восхитительно. Нажимаем. Выбираем. Да, графика приятная. Красивые пейзажи. Закат у нас хороший. Идем дальше. Ну, пока у нас, в принципе, ничего такого непонятного. Чего мы сюда приехали? Ну, будем разбираться. Пробел, чтобы преодолеть препятствия. Давайте прыгнем. — 1982. Летними вечерами ты и Джулия любите гулять с Мейхемом. В городе фестиваль. На него съезжаются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас с ножом. Мейхем убегает. Мэй ми му. Черт, пипец, кричит Джулия. В стрессе она путается, ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшему. Ты отпугиваешь его, ты даешь ему по роже. Ну, конечно, мы бьем его по роже. Ты порезал руку, но хорошенько сбил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала полиция. Джулия просит с этого дня выбрать другой путь для прогулок. Ты согласен. Тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. 1984. План завести детей откладывается из-за работы. Джулии предлагает работу в Ельском университете Ель в Коннектикуте за 3000 километров. Это отличная работа. Заместитель заведующая кафедрой, она хочет переехать. Ты точно не хочешь. Ты убеждаешь ее не соглашаться на эту работу. Ты согласен, если она будет ездить туда-обратно. Так, и что же нам выбрать? Два варианта таких не очень-то приятных. Оба варианта могут ранить нашу Джулию. Ну давайте заставим ее не переезжать. Ты говоришь, что это значит, что у вас не будет семьи. Она говорит, что это чушь. Она абсолютно права. Она спрашивает, означает ли это, что если она примет предложение о работе, то ты с ней поедешь. Ты говоришь да, опять чушь. Так, она решает не принимать его.
Ну давайте. 1985. Джулии просят уйти из университета Болведера на оплачиваемый больничный после того, как с ней случается эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были ей нужны для исследований. Она не помнила, что за 2 дня этого сама с радостью их одолжила. Так, нажимаем. Ее нашли плачущей на лестнице. И 2 варианта у нас. Так, ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. Вы варите макароны, пьете вино и стараетесь забыть об этом. Давайте выберем консультацию, наверное. Все-таки это подозрительно уже. Вы обращаетесь к нескольким врачам. После большего количества обследований они опасаются, что у Джулии может быть ранняя деменция, и ей 41. Вы оба решаете пока держать это в секрете. Ну давайте. Так, у нас уже вечер. Шикарная, можно сказать, погода, пейзаж, природа, очень красиво. Мейхем стареет, у него сидит шерсть на спине, и вечерами он не так быстро бегает. Вы с Джулией гуляете с ним баром, чтобы повидаться с друзьями, и кажется, будто ничего не изменилось. Джулия возвращается в университет. 1987. Состояние Джулии ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин, и ее возвращает полиция. Она раздавлена. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Иногда это Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших нерожденных детей маленькими дурачками, а иногда это полный незнакомец. Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью. Через пару минут у нее приступ паники. Ей кажется, что ее отец стоит у порога. Ты говоришь ей о семье, они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить ее. Какое-то время твои друзья заходят с приятными вещами, чтобы скрасить день. Ей становится хуже. 1988. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитом Даниэлем, медбрата, 2 раза в неделю. Он предлагает привезти Джулию куда-то еще, куда-то, где о ней будут заботиться 24 часа в сутки, в интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. И у нас 2 варианта. Ты решаешь привести ее в место с круглосуточным медицинским наблюдением, ты намерен заботиться о ней сам. Но я думаю, так как они любили друг друга, то было бы логично, если бы он был заботиться о ней сам. Так. Я понимаю, ребята, это у нас просто вспоминание нашего героя. Он пока бродит в лесу, и это все у нас воспоминания о прошлой жизни. Это невероятно тяжело. Хуже всего, когда ты сердишься на нее. Например, когда она сама пытается приготовить себе еду. Ты не можешь ничего делать без нее, а она не может ничего делать без тебя. Когда она идет спать, ты не ложишься еще несколько часов. Пьешь на террасе, смотришь бейсбол летом, игры университетских команд зимой. И снова пьешь. Итак, наш герой, наверное, будет спиваться потихонечку.
Ты начинаешь уходить из дома после того, как вы положил ее спать. Первый раз ты боишься, что она встанет и начнет ходить по дому, пока тебя не будет. И два варианта у нас описного. Ты подпираешь дверь спальни стулом, ты уверен, что она спит, как камень. Ну, тут, знаете, уверенным быть невозможно, поэтому, наверное, давайте подопрем стулом. Ты ходишь в один и тот же бар в тихом конце Пёрл-стрит. Там мило. Со временем ты рассказываешь все Шелли, бармену, как в раз плеч. Ты возвращаешься домой и ложишься около часа ночи несколько раз в неделю. Ты ждешь этих вечеров. 1989. Однажды вечером тебя останавливает дорожная полиция. Тест показывает, что ты пьян, и тебя забирают на ночь. Ты думал скрыть это, но рассказываешь Сьюзан, сестре Джулии. Родители Джулии прилетают ближайшим рейсом из Австралии и не могут поверить, в каком состоянии находится ваш дом. Они говорят тебе, что Джулия поедет жить с ними. Ты не споришь, ты говоришь, что скоро навестишь ее. Проходит несколько недель. Приближается лето, и ты видишь в газете объявление о приеме на работу. Выбираем. Ты соглашаешься. Так, я так понимаю, ребята, это у нас мы идем на свое место работы. И это была предыстория нашей жизни. Очень печальная история жизни нашего персонажа Генри. Поднимаемся на вышку. Природа, конечно, просто шикарная. Горы, лес. Очень красиво. Вышка Торофер. Так, видно дальше, там вдалеке еще одна вышка. Это, наверное, парк какой-то. Так, очень красиво, ребят, очень. Так, колонны. Так, а где же проход? Я, наверное, прошел проход. Да, вот. Открываем дверь. Включить свет. Так, сделали. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. You're just gonna wait me out on this? Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Так, мы не успели немного с ответом. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Firewatch. День первый.
guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Так, ответить нужно на вызов. Ну, давайте мы немножко осмотримся. Хотя я вижу, осмотреться мы не можем. Давайте ответим на вызов. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Так, где-то она увидела фейерверки. Ну, я что-то их не вижу. Seriously, are you seeing this? Henry? Так, не вижу. Давайте мы выйдем. А выйти мы не можем. Так, где же наши фейерверки? Интересно. Так, нужно найти... Вот. Так, есть фейерверки. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do you think you can handle that? Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Так, давайте пойдем. Заберем фейерверки. Так, по дороге нам нужно найти веревку. Так, и я, ребят, потерялся.
Так, мы не туда пошли. Нам нужно немножко вернуться назад, найти этот ящик, взять веревку. Скорее всего, он, наверное, должен быть там внизу. Нет, и снова не туда. Где-то должна быть дорога возле вышки рядышком. Идемте назад. Вот это, скорее всего, дорога. Так, вот мы нашли ящик. Давайте вскроем его. I found the supply box. Great. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Так, мы можем по каждому предмету поговорить с нашей начальницей Джулией. Так, давайте посмотреть, бросить, съесть. Давайте съедим. Но я думаю, шишка нам не нужна. И давайте пойдем к нашим нарушителям. Да, знать бы еще, где эти нарушители. Так, ну по звуку вроде мы идем правильно. Природа, конечно, еще раз повторюсь, очень красивая. Графика приятная в игре. Так, вот мы нашли место фейерверков. Так, вот нам для этого нужна была веревка. No, no, no! Да, это было неожиданно, ребят. Таки убиться можно. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Продолжаем наш путь к нарушителям. Так, где-то они уже должны быть рядом. Вроде бы где-то
Тут были фейерверки. Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to them? Dunno, just stopped coming out. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Так, продолжить путь к озеру. Так, где наше озеро? Угу. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. I would like to retract my statement about knuckle sandwiches. Feet away. Предметы можно осматривать. Интересно. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqua Light on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Так, прибрали мы с вами нашу территорию и продвигаемся дальше. Так, видно впереди какой-то огонь, бывший огонь. Так, здесь был у нас костер, здесь у нас виски. Ну, давайте сообщим Делайне об этом. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh shit, Ferret are Irish. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Так, идем дальше к нашим нарушителям. Так, лифчик. Это уже... Это поворот. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional.
There are, panties? There are what? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12? Ну, давайте осмотрим. Это все-таки улики. Продолжаем наш путь. Немножко подлагает игра из-за записи. Буквально на несколько секунд. Впереди уже слышна музыка, значит мы уже близко к нашим нарушителям. There's a... Ooh. Yes? There are 2 naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... 2? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Да, интересно, ребят. Игра мне в первые минуты, скажем так, очень понравилась. Интересно поиграть, такое необычное. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy, enjoy dealing with that. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Why do guys think it's all right to just stare at girls? Oh, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Thank you. Now, leave us alone. You're a creep. Total creep. Go get a girlfriend, creep. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. Took all of your stuff. Fireworks, the whiskey, you name it. What? You dick. Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Так, ну, вроде как бы справились с нашими нарушителями. Hey, that go okay? I hope they drown. Yow. I don't think anyone would mourn a couple of future arsonists. Just gonna go ahead and not log that as a threat. Thanks. But seriously though, thanks for dealing with it. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Так, давайте возвратимся назад на вышку. Давайте продолжим наш путь к нашей вышке. Так, ну вроде идем правильно. Да, дорога, конечно, не близкая. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff.
It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Hey, I can see my tower. How do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the Forest Service closed off a couple years back. And I'm sure their reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Oh, it washed out and became a fucking death trap. So, you know, be careful. Так, проходим потихонечку. Так, это только буря у нас. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Так, нашли мы еще один ящичек с инструментами, то есть ящик с припасами. Давайте, наверное, откроем, попробуем открыть. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Ah! What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Oh, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it! Так, ребят, буду я, наверное, заканчивать. И так уже слишком много времени прошло. В следующий раз мы продолжим с этого момента, исследуем пещеру, дойдем до нашей вышки и посмотрим, что будет дальше. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.